Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания винограда. Очень часто мне задают такой вопрос, как сохранить черенки, виноградные черенки до момента их укоренения. А происходит это чаще всего в конце февраля. А вот черенки мы часто покупаем, в том числе и поздней осенью, в декабре, в январе. Вот купили череночки, допустим, вам их прислали по почте. Что с ними нужно сделать и как их можно сохранить в условиях, в том числе квартиры, если у вас нет погреба, подходящих условий. Я вам сегодня покажу и расскажу об одном очень простом и эффективном способе хранения таких черенков. Черенки могут быть как двухглазковые, двухпачковые, как в моем случае я вам сейчас показываю, так и трехглазковые. Это не важно. Допустим, вам их прислали по почте. Что с ними нужно в первую очередь сделать? Ну, конечно, желательно обновить срезы, посмотреть, насколько хорошо вызрела лоза. Срез должен быть такого светло-зеленого фисташкового цвета. Посмотрели, черенок, если вот такого цвета у него срез, значит лоза вызрела. Надо посмотреть на почки, чтобы они были хорошо развиты, имели хорошее такое вот строение. Ну, в целом, в общем, черенок хороший. Посмотрели, толщина соответствует примерно около 8 миллиметров. Более 10 миллиметров я вам не советую такие черенки брать на укоренение. Вполне вероятно, что они могут быть жирующие лозы. А вот такого среднего размера, примерно толщиной с карандаш, с простой карандаш. Вот это самый подходящий вариант для укоренения. Итак, получили черенки. Первое, что я вам рекомендую с ними сделать, это примерно на сутки вымочить в розовом растворе марганцовки. Таким образом вы их продезинфицируете, если вдруг на них остались какие-либо следы от грибковых заболеваний, то это будет хорошая профилактика. Также после того, как они хорошо промокнут, напитаются водой, они будут лучше храниться, соответственно, в дальнейшем лучше укореняться. То есть это процедура вымачивание плюс дезинфекция. Рекомендую обязательно ее проводить. Если вы срезали черенки непосредственно с растения, с винограда, допустим, в конце ноября провели обрезку, то вымачивать не обязательно, можно положить на хранение и без вымачивания. Ну, только обработать, можно просто опрыскать раствором марганцовки, либо раствором медного купороса, обрабатываем и убираем на хранение. Конечно, идеальный вариант хранения – это в помещении, в погребе, в подполе, где температура примерно плюс 2, плюс 3 градуса. Хорошая средняя влажность, то есть погреб не слишком сухой, не слишком влажный. Вот в таких условиях черенки хорошо хранятся. Но что делать, если нет таких условий, нет погреба, как сохранить? Отличным вариантом по сохранению черенков послужит вариант хранения в холодильнике. Можно поступить двумя способами. Можно взять черенок, либо там связочку черенков, там 10-15 штук, небольшое количество, просто положить их в пакет, в обычный, упаковочный, целлофановый, ну, так, чтобы был доступ к воздуху, то есть не плотно их так закрыв, и положить на нижнюю полку, где обычно храним мы фрукты и овощи. Только придется вам в этом случае периодически раз в неделю осматривать черенки на наличие, не завелась ли на них плесень, какие-то пятна. В общем, придется этот процесс контролировать. Чтобы избежать вот этого процесса контроля черенков, есть очень хороший простой способ, сейчас я вам его покажу, который позволяет законсервировать черенки вплоть до самого начала укоренения, то есть на 2 месяца примерно законсервировать черенки и потом их уже спокойно достать из холодильника, не надо за ними постоянно смотреть, постоянно наблюдать, просто достали, еще раз вымочили и приступили к укоренению. Способ очень простой, сейчас покажу вам, как это сделать. Для этого потребуется вот такая пищевая упаковочная пленка.
Продается она абсолютно в любом магазине. Берем маркер, берем линейку, маркер. И вот смотрите, примерно 4 сантиметра отмечаем расстояние. Если у вас хороший глазомер, можно просто это сделать на глаз. Далее берем хороший острый нож и отрезаем нужное нам количество пленки. Далее берем черенок и начинаем постепенно вот таким образом упаковывать черенок в стрейч-пленку. Это все достаточно быстро происходит. Несколько раз попробовали, а дальше пойдет все просто автоматом. Запаковывается черенок очень быстро. Вот смотрите, вот такими подкручивающими движениями. Главное, чтобы пленка покрыла плотно все части черенка. Обратите внимание на место расположения почки. Здесь я делаю 2 оборота, чтобы почка была упакована наиболее плотно. И дальше доводим пленочку до конца. И место среза черенка также хорошо упаковываем. Вот такой получился черенок. Дело в том, что вот почему он хорошо в таком случае хранится. Во-первых, у него сохраняется влажность. Не испаряется за счет того, что облегает плотно стрейч-пленкой. Не испаряется влага. Черенок не теряет влагу в процессе хранения в холодильнике. А также в связи с тем, что нет доступа воздуха к поверхности черенка, на нем не заводится плесень и другие грибки болезнетворные на нем также не имеют возможности каким-то образом расплодиться и повредить ваш черенок во время хранения. Вот такой простой способ для упаковки и хранения черенков в холодильнике. Очень удобный, очень быстрый. Но он, конечно, больше подходит для небольшого количества черенков. 10-15 штучек. Быстренько замотали, положили в холодильник. Кстати, связку с черенками также можно еще в стрейч-пленку уже большого размера упаковать. И все хорошо сохранится. Надеюсь, что данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.